Здравствуйте, дорогие слушатели! Приветствуем вас снова на нашем супер крутом канале «Просто о сложном». Мы здесь рассказываем о очень сложных вещах, а порой недостижимых совершенно простым языком. И этот раз я наконец-то собрался сделать свой подкаст, свой обзор про снова гаджет, который касаемо музыки, который я уже достаточно давно использую, больше года уже использую. И этот гаджет меня поражает своим исполнением, своим качеством. Я пытался в нем найти какие-нибудь минусы, но, поверьте, за 1,5 года так и не нашел. И остаюсь в полном восторге об нем. И речь пойдет о колонках от фирмы Benson Olufsen i1 второй генерации. Вот это икона стиля, как бы я сказал, у которой находится вот такой вот металлический алюминиевый гриль, который защищает два динамика, басовые динамики, маленький динамик, который выдает в общей сложности 60 киловатт. Она находится на вот таком вот прорезиненном как бы постаменте. Будем говорить, имеется вот такой вот ремешок. Ну, в некоторых книжках или там описаниях говорится, что он кожаный, но это не кожаный ремешок, сразу скажу. Вот с такой вот Benson Olufsen металлической, как бы, не знаю, трубкой такой, которая бегает, может, кому-то она нужна. На самой колонке тоже есть органы управления. Это сенсорная кнопка старта и стопа, плюс и минус громкости. Также кромка микрофона, потому что там он есть. Кнопка спаривания Bluetooth с Bluetooth устройствами и кнопка включения и выключения самого устройства. Исполнение самой колонки настолько хорошее, что не представляется даже возможным о чем-нибудь говорить. На гриле отчетливо видно буквы B and Olufsen. Я взял версию вот такую, это скорее такой серый с посеребренным немножко. Есть версия еще белая, если не ошибаюсь, версия даже золотая. Теперь давайте поговорим о том, каким образом эта колонка мне помогает. А она мне помогает так, что я использую сразу же две колонки. И я скажу сейчас вам, как я пришел к этому. Я, как знаете, люблю музыку, а также много очень перемещаюсь по миру. Таскать за собой какие-то большие колонки нет возможности. Но когда говоришь о маленьких колонках, как их называют в простонародье пищалки, что у нас приходит на ум? У нас приходит на ум only какие-нибудь маленькие колонки от Logitech или что-нибудь типа Креатива, и все, и что-нибудь там а-ля китайское. Или даже моноколонки Bose. Мне хотелось купить колонки такие, которые были бы компактные, которые бы можно было подключить к устройству по Bluetooth. Это, конечно, как бы большие меломаны бы сказали бы, это уже теряется качество. Но тут дело шло о том, чтобы они были компактные, чтобы я мог их везде с собой перевозить, а также, чтобы они могли выдавать хороший звук. Поверьте, я перепробовал, переслушал, пересмотрел в свое время очень давно. Много-много колонок. И потом я пришел к выводу, что мне обязательно хотелось получить нормальные колонки, потому что я использую высококачественные плеера для прослушивания не сжатой музыки. И это будет, так сказать, потеря звука, потеря качества, если я буду их выводить на какие-то вот такие компьютерные колонки. А таскать большие по миру, нет возможности. Долго думал, долго смотрел. И предлагали очень много колонок. И есть многие интересные колонок даже от той же самой Bose, даже от некоторых других фирм. Но они были все моно. Мне хотелось слушать кристально хороший стереозвук. Я не говорил о том, чтобы это было бы там субвуфером или не субвуфером, но у меня была такая задумка. Также, конечно, было в мечтах, чтобы эти колонки бы поддерживали все современные кодеки. И были бы достаточно мощные, чтобы в моем помещении, где я чаще бываю при перемещении, они звучали бы очень хорошо и качественно. И перелопатив всю информацию, я пришел к выводу,
когда увидел, что надо покупать Benson Olufsen. Но мне нужно было знать, могут ли эти колонки играть в стереопаре. То есть вы не найдете много колонок, которые, как вот эти две колоночки, два малыша, могут воспроизводить звук в стерео и быть совершенно на большом расстоянии друг от друга. Я вам скажу даже более. Я испытывал эти колонки, у меня была возможность от источника звука, каждая колонка и от друг друга стояла на расстоянии приблизительно 25 метров. И сигнал не терялся, и все равно они воспроизводили звук. Да, звука, может быть, мощности самой не хватало, хотя в совокупе каждая вот эта малышка, вы не поверите, выдает 60 ватт. Вместе две колонки выдают 120 ватт. Притом, при воспроизведении этого звука они идут через кодек aptX Adaptive и могут, конечно, передавать по-простому SAP. Но зачем покупать такие качественные колонки, я вам скажу, не очень дешевые, для того, чтобы звук выводить в каком-то простом формате. Я использую их, выводя звук в формате aptX Adaptive, и они у меня коннектятся и все равно сохраняют этот кодек. Этот кодек дает, как вы знаете, минимальную задержку и очень хорошее качество. Минимальная задержка нужна для того, чтобы ощущать файлы музыкальные без сжатия, которые у меня, с очень хорошим отдачей, с очень хорошим качеством. Вот. Что мы получаем в результате? Мы получаем две колонки по 60 ватт, то есть вместе две колонки это 120 ватт. Один динамик, он как сабвуфер, а второй как твиттер. Очень хорошего качества. Когда играет одна колонка, вот такая колонка, и мы ставим ее на стол куда-то, или там вешаем на руку и идем, она имеет функцию на 360 градусов играть. Вот одна колонка, она делает ощущение, как будто вот от нее идет звук в разные стороны. И это не придумано, потому что я вам заявляю, я эти колонки слушал год, более, и мне никакой Benson Olufsen не просил делать эти обзоры. Я их купил сам для себя и остаюсь в том же самом формате, что я их постоянно вожу с собой. Но когда ты подключаешь две колонки, ощущение полной концертности просто обалденное. Ты видишь, где стоит барабан, ты слушаешь с закрытыми глазами, где идет гитара, где идет вокал. Они создают ощущение маленькой, но очень-очень качественной стереопары. Эти колонки могут играть даже в помещениях, которые примерно 30 квадратных метров. Более я не советовал бы. Ну, у меня, допустим, те помещения, в которых я нахожусь во время командировок, гораздо меньше, там 10-15 квадратных метров максимум. И этого достаточно совершенно. То есть в 15 квадратах вы можете даже дискотеку замутить с помощью этих колонок. И будет, я вам скажу честно, всем нехило. То есть они дают звук достаточно большой. Что мне еще в них удивило? Это единственные маленькие колонки, в которых действительно присутствуют низкие частоты, нормальные низкие частоты. Не вот этот бубнеж какой-то, а нормальный вязкий глубокий бас. И который не съедает маленький твиттер, который выдает тоже высокие и низкие. То есть у них АЧХ просто обалденная. Они очень хорошо воспроизводят. И это не зависит от того, подключены они к питанию или не подключены. Но я вам скажу так, что я эти колонки, так как у них Type-C, вот, я через Type-C подключаю, они у меня постоянно находятся под напряжением, так сказать, постоянно на зарядке. Потому что я испытывал, единственный минус был в том, что если вы не уследите за питанием батареи и допустите, что она опустится там до 10-20%, у них могут начинать появляться искажения. То есть самого питания для усилителей, которые там находятся, не хватает. Там у них находится, я вам сейчас скажу, какой усилитель, у меня даже есть некоторые данные по этим колонкам. Вот. Они, во-первых, я еще забыл сказать, что они, как вы видите, так как прорезиненные, они еще формата IP67, то есть пыль водонепроницаемые. Но я вам честно скажу, в бассейн бы я с ними бы не прыгал.
и в ванну бы их я тоже не опускал. Не испытывал, поэтому не могу сказать об этом. Я говорю только о том, что я, слышал. И у них находится прямо в середине усилитель. Bluetooth у них находится 5.1, то есть уже совершенно современный. И что мне нравится в самих Benson и Olufsen, то есть модель совершенно не новая, но они все равно обновляют, не часто, но обновляют все же прошивку для этих колонок. Что еще нормальное в этих колонках? Кроме того, что они между собой объединяются, то есть одна будет ведомая колонка и ведущая колонка будет. Они все равно играют чистый стерео. То есть там есть функция переключения, чтобы играли они вместе или чтобы ты играла стерео. Ощущение обалденное. Даже при смене каналов левый на правый, правый на левый, ты обязательно слышишь, как эти каналы меняются. Что еще можно сказать об этих колонках? Их с батареей можно использовать в течение 18 часов. Тоже не буду придумывать, не буду врать и говорить неправду. Я не испытывал этих 18 часов, потому что с собой я их нигде вот так вот не беру, ни на природу не брал нигде. Они у меня постоянно просто с собой, когда я где-то путешествую или нахожусь по работе, и подключены они всегда у меня к розетке. Почему также я еще не рассказывал о них, если они такие замечательные? Не из-за того, что я хотел только найти в них какие-то скандальные вещи там, и рассказать вам, не покупайте их, потому что они плохие и так далее и тому подобное. Нет, потому что долгое время, когда они у меня находились, вот это вот больше года уже находились, я их настолько сильно ощущал, что они со мной, что я даже немножко забыл об этом. Это настолько качественная вещь, что я вообще не концентрировался на них. И только тут недавно я вспомнил, я же о них ничего не рассказал народу. Может, кто-то еще ищет и хочет получить звук очень качественный, действительно звук, который стереозвук, который они будут возить с собой. Всем советую из собственного опыта, если вы хотите действительно хороший звук стерео, брать стереопару, но не забывайте, что это только второе поколение А1 можно сконнектить в стереопару. В стереопару они коннектятся с помощью специальной программы. Я сейчас не буду показывать, хотя я могу сейчас взять телефон. Вообще-то они сейчас у меня отключены, но показать саму программу. Это программа от Benson Olufsen. Вот я ее запустил. Она сейчас, конечно, колонку эту не найдет. Но чем хороша эта программа? Эта программа хороша тем, сейчас я вот попробую включить все же, не попробую, я даже включу их. Вот я включил одну колоночку, я сейчас включил вторую колоночку. Вот одна включилась колонка, а вот вторая включается колоночка. Вот одна включилась, видите, одна уже загорелась красной лампочкой, видите, вот. Эта колонка уже сразу же обнаружилась в моем этом, и тут что горит? Стереопара не подключена. О чем это говорит? О том, что вторая колонка, которая является как бы ведомой, она не подключена еще. Я сейчас ее адаптирую и продолжить. Вот слышите, сейчас они прозвучат. Обе лампочки стали красными, и колонки находятся в стереопаре. Можно разделить пару, а можно просто готово. Можно играть стерео, а можно делать синхронизацию звука. Здесь же показано, насколько эти колонки заряжены и что они подключены через Bluetooth, естественно, мы видим. Здесь также есть как бы remote control, вы можете прямо отсюда запустить звук. Почему я не запускаю звук? Звук не запускаю по той причине, что если я запущу то, что я слушаю, YouTube заблокирует и не разрешит выпускать этот ролик как нарушение авторских прав. Тут уж вы простите, поверьте на слово о том, о чем я рассказываю. Теперь смотрите, что еще есть. Звуковые режимы есть различные в этой программе. Я всегда пользуюсь вот этим звуковым режимом, и он достаточно неплох. Также мы можем выводить и играть с Tidal сразу же. Я этим не пользуюсь.
Также вы можете загрузить и через эту программу пользоваться многими радио вещательными. Допустим, там Старт FM, тут Латвия с радио даже есть. А ну-ка давайте посмотрим, будет ли они играть Латвия с радио. Они не играют, потому что я не подключил. Это еще одна интересная фишка этой программы, этих колонок. Я сейчас эти колонки не подключил к самому телефону, но управлять я могу ими. Сейчас я вам все по порядку расскажу, почему это я делаю. Как вы знаете, через телефон я музыку не слушаю. Хотя, в принципе, я могу сейчас подключить и начать слушать это радио с телефона. Не буду сейчас на это отвлекаться, я расскажу, зачем это нужно. Я эти колонки использую для того, чтобы прослушивать через свой плеер Astel & Kern. И когда я их купил, у меня был плеер от FiiO на основе операционной системы Android. Туда я поставил эту программу и очень классно подключил две колонки. Был очень рад. Потом я поменял на плеер Astel & Kern, и вот тут я сел. Блин, а как же я к Astel & Kern их подключу? Туда программа не разрешена для подключения. Стал, как говорят, чесать репу и думать над этим, что же делать. Может быть, многие с этим столкнутся. Я обыскал весь интернет, что же делать. Как мне Astel & Kern, очень хороший плеер высочайшего класса, подключить к самим колонкам. Ни Benson Olufsen, ни Astel & Kern никаких советов не выдала. Ни в каких других, так сказать, новостных порталах я этого не нашел. И стал, как у нас водится, все делать методом тыка. И что вышло? Если я спариваю эти две колонки, а потом беру свой плеер, я сейчас его тоже достану, с вашего позволения, то я их подключаю к ведущей колонке. Вот она. Называется она, у меня ее назвала Vadia A1. Эта колонка, которая подключается к Vadia A1, автоматически, если спарена, подключает вторую колонку. И при подключении второй колонки у нас получается стереопара. То есть я могу их спарить с помощью телефона постоянно, а слушать уже потом плеер. Как вы слышали, при включении самого телефона ничего не получилось, а при включении самого плеера, я не буду дальше это играть, секунду буквально, звук пошел на эти две колонки. То есть, таким образом, можно использовать сам плеер Astel & Kern высочайшего класса SP3000. Это топовый плеер у Astel & Kern с топовыми колонками маленькими от Benson Olufsen. Получилось просто обалденный симбиоз. Вы получаешь хороший источник звука и получаешь две переносных обалденных колонки. Это меня, конечно, очень, очень обрадовало. И сейчас я вам скажу, какого плана там находится усилитель в этих колонках. Там тоже есть. Ну, будем так говорить. Про усилитель и про те динамики, что находятся. То есть там находятся низкие и высокие частоты динамиков. Как я говорил, на 60 Вт. Можно много не говорить, потому что когда я подключаюсь по Bluetooth к этим колонкам, у меня играет усилитель, который я использую в самом плеере Astel & Kern. Так что то, что там находится, не особо это, больших меломанов будет касаться. Что еще можно сказать об этих колонках? Так это о том, что со временем, сколько я их использую, не испортилось вообще в них ничего. А они перенесли вибрацию, перелеты и так далее. То есть они достаточно долговечные. И мне кажется, они как были, так и остаются стильными. Я, что могу еще сказать, я на них тоже испробовал микрофон, как работает. Прекрасно работает микрофон. То есть, если кому-то вдруг вздумается, можно использовать как как hands-free, Нажав на эту кнопку, вы будете использовать в той или в той колонке микрофон. Он достаточно хороший и можно пользоваться как оборудованием hands-free.
Теперь я вам расскажу о том, что я к ним купил. Вроде бы колонки купил и все. И все, что ли, на этом? Я долгое время так просто их и использовал. Просто, два длинных кабеля USB Type-C подключал к блоку питания, и они постоянно стояли под питанием. И тут мне стало мало. Я подумал, такие колонки я вожу, и вдруг они, вы же знаете, как я отношусь к царапинам, и вдруг они поцарапаются, побьются, потому что я их сдаю в багаж. Я их, конечно, там заворачиваю, но все равно как-то это выглядело не очень. Хотелось лучше. И, о чудо, я нашел вместе со своей любимой супругой для каждой колонки кейсик. Сейчас продемонстрирую. Он с карабинчиком, достаточно дешевый. На нашем недорогом любимом магазине. Копеечные вообще. В середине вот такие мягкие. Ложишь, она четко под эту колонку. Закрываешь и все. Ложишь в чемодан, и колонка уже не поцарапается. Здесь же находится в середине еще кармашек. Для каждой колонки USB Type-C, что я использую, чтобы не забыть длинный. Для каждой колонки я отдельно ложу в этот кармашек при перевозе. И это очень прекрасно. Во всяком случае, мне так нравится. Это очень хорошо. Но потом я пошел еще дальше, потому что прослушал про такую вещь, что эти колонки играют 360 градусов. И вроде бы так объемно, а мне вдруг захотелось еще одну вещь. Мало того, что 360 градусов играли, чтобы они с обеих сторон в меня били. Как их тут? Я их там... Один раз я даже тут прилепил что-то на стенку, их попробовал. Было интересно. Стал задумываться, слушайте, а вдруг у нее есть какая-нибудь там подвеска, некоторые говорят, подвешивать где-то их там, думаю, будет шататься постоянно, непонятно что. Честно вам скажу, даже не знал о том, что для этих колонок умные китайцы, или не только китайцы, придумали подставки. И подставки, чтобы эта колонка играла не так, а подставки, чтобы она играла как нормальная колонка. И сейчас я вас с ними познакомлю тоже. Я купил для каждой колонки вот такие чудесные подставки, которые для перевоза, чтобы эта ножка не сломалась, ножку я буду вытаскивать, вот она. Вот так приклею, куда-то положу, потом приехал в другое место, снова вставил. Здесь они прорезиненные ножички, очень хорошо сделанные. То есть вот, хорошо, недорогие. Вот так вот ставлю. А теперь покажу, как колонка. Это просто чудо. Под нее все сделаны вырезы. Она... Ой, простите. Она вот так вот... Ой, вторая ножка вам демонстрировал. Она отвалилась, потому что она вытаскивается тоже. Вот я туда их вставляю. Вот так вот ставлю эту колоночку. И вот таким образом Type-C вниз. Здесь есть вырезы под все. Вставляю. Все. Вот она, одна колонка у меня. Со всеми вырезанными. Под все вот эти колоночки, под все эти. Так сказать, чтобы тут какой-то гриль типа находится. Хотя сзади никакого фазоинвектора нету этих колонок. Но все равно приятно, интересно. Сделана вот вторая колонка. Вставляется. И посмотрите, какую красоту я получаю. Чем вам не домашняя мини-аудиосистема? Просто балдею от этого. И вот таким образом колонки из простых переносных колонок, которые я искал, превращаются в высококачественные колонки для воспроизведения звука. И я не просто не думаю менять какие-то колонки или что. Они настолько хорошие, что я думаю, что они очень надежные, никогда в жизни не поменяю. Настолько они хорошие. Давайте перейдем к выводу, что за колонки, для чего они нужны. Многие покупают сейчас очень модно маленькие Bluetooth колонки для того, чтобы абы-кабы где-то играла. Это не этот случай. Колонка достаточно дорогая. Каждая колонка. Цену могу сказать только примерно на данный момент. Это более 200 евро за каждую колонку.
Плюс, если вы купите еще вот такую пластмассовую подставочку, плюс вы купите, если перевозную, то есть, если вы надеетесь на маленькое дешевое купить, от Benson Olufsen это не получится. Второе, что я вам скажу, это самая подделываемая колонка. Поэтому делайте то же самое, что я делал. Я ее покупал в фирменном магазине в Риге в Benson Olufsen. Ни в каких других рынках, тем более. В фирменных магазинах с гарантией можете купить. Если сомневаетесь, заранее загрузите программу и посмотрите, эта программа обнаружит эту колонку или нет. Если она не обнаружена, даже не думайте. Она просто у вас тогда не оригинальная, вам пытается всучить. Если вам предлагают такую колонку за 20 евро, бежите подальше от этого продавца. Эта колонка поддельная. Сюда вложено много электроники, много со стороны, я считаю, самого производителя. И как и Benson Olufsen, он сделал колонку очень качественную. Я надеюсь тоже, что я ответил на вопрос, который я задавал всем. Как же такую колонку, которую надо через программу подключить к плеерам, которые не поддерживают ни Android, ни Windows, типа Aston Kern. Этот вопрос теперь, я думаю, будет решен. И я даже поставлю в названии этого видео тоже способ подключения Benson Olufsen к плееру Aston Kern. А также есть многие другие плеера, допустим, высококачественные плеера фирмы Latu, которые тоже не поддерживают ни Windows, ни Android. Как же подключить по Bluetooth что-то? Если надо подключить по Bluetooth две колонки, только вот таким образом. Сначала спарили, а потом подсоединяетесь к основной. Точно так же этой колонки, я сразу же говорю, можно, если вы хотите, не подсоединяйтесь к самому музыкальному плееру, а, к примеру, к ноутбуку. Точно так же они и подсоединяются. Вы их спариваете сначала, а потом на ноутбуке в Bluetooth при подсоединении устройств находите главную колонку, ведущую. И она уже потом сама подсасывает, так сказать, следующую колонку. Учтите также, что при первом подключении этой колонки, или вообще не первом, а вообще при подключении колонки, если был какой-то перерыв, громкость этой колонки опускается до середины. Поэтому, если вы хотите больше звук, надо его сразу же поднять. Если хотите больше звук. То есть вы можете их использовать не только на плеерах, это подключение компьютеров, подключение ноутбука. Кто-нибудь едет в командировку и хочет для себя сделать прекрасный звук в командировке. И подключить не только к плееру, а, допустим, слушать какую-то не только музыку, а смотреть видео. Подключили две таких колонки, подключили их к ноутбуку, и поверьте, вы просто обалдеете от качества. Притом, для чего, что мне тоже это нравится, это не обязательно Windows, это тоже компьютеры на основе операционной системы Mac OS. То же самое вы можете сделать, я вам заявляю. Я перепробовал, один раз у парня был Mac, я к нему подсоединил, у меня сейчас нету Mac, я подсоединял к Windows компьютеру, я подсоединял к Android, я подсоединял, вы видите, без Android. Главное, чтобы у устройства был бы Bluetooth. И тогда у вас будет большущее счастье. Взять на пикник такую две колонки, это тоже прекрасно. Проследите, чтобы они были заряжены. Две колоночки ставите на расстоянии друг от друга. И около костра устраиваете, или барбекю партии, устраиваете дискотеку. Они вам в этом могут помочь и получить качество и наслаждение музыкой. На этом я хочу закончить свой подкаст. Желаю вам прослушивания хорошей музыки, где бы вы ни находились. Желаю то, чтобы вы покупали только качественные вещи. И слушали подкаст «Просто о сложном», где я вам расскажу такие вещи, которые вам не расскажут во многих подкастах совершенно простым языком. Пожалуйста, подписывайтесь на мой подкаст. Вот он сзади. Смотрите меня, спрашивайте. Я вам честно и спокойно объясню, что и как можно сделать, и не только с аудиогаджетами, а и с другими вещами, о которых вы видите обзоры на моем канале. Спасибо за просмотр и до новых встреч!